Знаете, что самое парадоксальное в современном мире? То, как мы относимся к заботе о себе. С детства нам твердят: думай о других, не будь эгоистом, делись всем. И вот мы вырастаем с убеждением, что ставить себя на первое место – это что-то постыдное. Но сегодня я хочу бросить вызов этому убеждению и рассказать, почему здоровый эгоизм – это не просто нормально, а жизненно необходимо. Когда мы забываем о себе, мы теряем связь с собственными потребностями и желаниями. Постоянное стремление угодить окружающим истощает нас и приводит к внутренней пустоте. Важно понять, что забота о себе – это не проявление эгоизма, а способ сохранить свою целостность и внутренний баланс. Без умения ставить личные границы мы рискуем стать зависимыми от мнений и ожиданий других людей. Поэтому учиться ставить себя на первое место – это шаг к тому, чтобы быть по-настоящему полезным не только для себя, но и для окружающих. Давайте рассмотрим конкретные ситуации, в которых особенно важно помнить о себе. Иногда мы даже не замечаем, как обстоятельства требуют от нас сил и времени, которые могли бы быть вложены в собственное благополучие. Итак, вот 5 ситуаций, в которых ставить себя на первое место – это не просто желательно, а необходимо для вашего внутреннего равновесия и счастья. Первая ситуация. Приоритеты, ваша жизнь, ваши правила. Позвольте поделиться личной историей. 3 года назад я был классическим человеком для всех. Знаете такой тип? Всегда готов помочь, никогда не отказывает, вечно жертвует своими планами ради других. Я думал, что это делает меня хорошим человеком и приближает к истинной заботе о близких. На деле же это превратило мою жизнь в хаотичный список чужих потребностей, где мои собственные цели исчезли на втором плане. Каждый день превращался в бесконечную череду срочных просьб от других людей. И я не мог найти в себе силы отказать. Я оказывался буквально везде, кроме своих собственных дел и мечтаний. Мне казалось, что если я буду достаточно полезным для других, то в конце концов это как-то магическим образом трансформируется в мое собственное счастье. Постепенно я начал замечать, что чувствую себя все более истощенным и опустошенным, но продолжал игнорировать эти сигналы. Переломный момент наступил, когда я пропустил важный отчет собственного проекта, потому что помогал коллеге с ее презентацией. И это не была разовая случайность. Вся моя жизнь строилась на том, чтобы ставить чужие дела выше своих. Это был момент прозрения, когда я понял, что настолько привык жить по чужим приоритетам, что совершенно потерял связь с собственными целями и мечтами. Понадобилось время, чтобы осознать: никто не даст мне разрешения быть важным для самого себя. Если я не позабочусь о своих желаниях и целях, никто не сделает это за меня. Когда я начал практиковать здоровый эгоизм, моя жизнь начала меняться. Я понял удивительную вещь: как только вы начинаете уважать свои приоритеты и жить по своим правилам, люди вокруг начинают это замечать и также их уважать. Поначалу это было непросто, но это открыло для меня новый взгляд на отношения и самореализацию. Это как в самолете. Сначала надеваем кислородную маску на себя, потом помогаем другим. Такой принцип работает и в повседневной жизни. Ситуация номер 2. Время. Валюта, которую нельзя вернуть. Давайте поговорим о самом ценном ресурсе – времени. У меня была подруга Маша. Каждый раз, когда ей нужно было поговорить, это превращалось в 3-часовой марафон ее проблем. Сначала я думал, что быть хорошим другом значит всегда быть доступным. Но потом я понял простую истину: не все заслуживают неограниченного доступа к вашему времени. Время, как и деньги, не бесконечно. И то, как мы его распределяем, определяет качество нашей жизни. Это как с банковским счетом. Вы же не даете свою карту каждому встречному. Почему же мы так легко раздаем свое время? Многие люди не задумываются о том, что каждое «да» чужим просьбам – это «нет» своим интересам и приоритетам. В итоге ты оказываешься загруженным чужими проблемами и теряешь время, которое мог бы потратить на собственное развитие или отдых. Научившись говорить «нет», я обнаружил, что некоторые люди исчезли из моей жизни.
Сначала это казалось странным, даже болезненным, ведь мы привыкли ценить долгие связи и дружбу. Но со временем я понял, если человек исчезает, как только вы перестаете быть ему постоянно доступны, это многое говорит о его отношении к вам. Такие люди ищут лишь выгоды или внимание, и ваши интересы им не важны. Удивительно, но с отказом от ненужных обязательств моя жизнь стала легче и спокойнее. Открылись возможности для настоящего общения и близких отношений, в которых нет манипуляций и давления. Теперь я выбираю людей, которые уважают мое время так же, как и свое собственное. Ставить личные границы – это не эгоизм, а акт самоуважения, позволяющий строить более честные и глубокие отношения. Мой новый подход к распределению времени стал своего рода фильтром для отношений, выявляющим действительно важных людей в моей жизни. Именно те, кто понимает и уважает ваши границы, как правило, становятся самыми надежными и верными друзьями. Оказалось, что качественное общение не измеряется количеством потраченных часов. Иногда короткий, но искренний разговор может быть намного ценнее многочасовых пустых бесед. С каждым осознанным «нет» я стал чувствовать себя более уверенным и свободным в своих решениях. И что самое важное, я научился ценить не только время других, но и свое собственное, что сделало меня более эффективным и счастливым человеком. Ситуация номер 3. Выгорание – незаметный враг вашего потенциала. Представьте себе свечу, которая горит с обеих сторон. Она красиво привлекает внимание своей яркостью и необычностью. Но как долго она продержится? Так выглядит жизнь человека, который всегда говорит «да», не зная границ и жертвуя собой ради других, постепенно сгорая в попытке угодить чужим ожиданиям. История одного креативного директора может служить наглядным примером. Взяв на себя обязательство вести 3 крупных проекта одновременно, он убеждал себя, что справится, что это всего лишь временная нагрузка. Он с каждым днем откладывал отдых, думая, что сможет совладать со всем. Но чем закончились его усилия? Паническими атаками в офисном туалете и вынужденным месяцем на больничном. Этот опыт стал для него болезненным напоминанием о том, что даже самые крепкие люди имеют свои пределы, и что свеча не может гореть бесконечно. Выгорание – это не просто усталость, а состояние, в котором внутренний аккумулятор полностью выходит из строя. В такой момент даже повседневные задачи кажутся непосильными, и что самое удивительное, окружающие редко замечают, что человек на грани, пока он сам не начнет устанавливать границы. Поняв это, креативный директор пришел к важному выводу. Забота о себе – это не проявление эгоизма, а необходимое условие для сохранения внутренней целостности и баланса. Примечательно, что после возвращения к работе он полностью пересмотрел свой подход к организации времени и энергии. Теперь каждое утро начиналось с инвентаризации собственных ресурсов, честной оценки своих возможностей на день. Он научился говорить твердое «нет» проектам, которые могли бы подорвать его восстановленное равновесие, даже если они казались заманчивыми с профессиональной точки зрения. Постепенно его пример вдохновил и других коллег пересмотреть свое отношение к работе и личным границам. В офисе начала формироваться новая культура, где уважение к личному пространству и времени на восстановление стали негласным правилом. Оказалось, что такой подход не только не снижает продуктивность, но и значительно повышает качество работы и удовлетворенность всей команды. 4-я ситуация. Границы, искусство самоуважения. Однажды один человек решил, что пришло время установить границы на работе, и это стало для него важным уроком. Он трудился в стартапе, где слово «срочно» звучало чаще, чем «доброе утро». Каждый день затягивался до позднего вечера, и работа порой казалась бесконечной. В один момент он осознал, что так продолжаться больше не может, и решил обозначить свои границы. Он объявил руководству: «После 18 часов я доступен только в случае реального кризиса». Реакция коллег и начальства была неоднозначной. Сначала люди были удивлены и даже возмущены, привыкшие к его постоянной доступности.
Но со временем произошло нечто неожиданное. Его коллеги начали его уважать за эту позицию. Четкие границы не только защитили его от выгорания, но и заставили всех вокруг более ответственно подходить к планированию задач. Эта история, как забор вокруг дома, он не отгораживает человека от мира, а обозначает его личное пространство. Когда вы устанавливаете границы, вы не становитесь закрытым, но даете понять окружающим, что ваши ресурсы ограничены. Время – это ценность, а не бесконечный запас, и его нужно беречь. Каждый «нет», сказанный ненужной задаче, позволяет сказать «да» чему-то действительно важному, что приносит радость и пользу. После этого человек заметил, что стал гораздо более продуктивным. Он перестал растрачивать себя на мелкие задачи, которые тянули силы, но не приносили удовлетворения. Постепенно к нему пришло понимание, что люди, которые действительно уважают его, не будут ожидать, что он пожертвует своими интересами ради их прихотей. Установление границ – это способ поддерживать гармонию в жизни и выстраивать честные отношения, где ценят не только время, но и усилия. Интересно, что его пример вдохновил и других сотрудников пересмотреть свой подход к работе. Некоторые коллеги последовали его примеру и тоже стали устанавливать четкие временные рамки. Это привело к неожиданному эффекту. Компания начала более эффективно распределять ресурсы и планировать проекты, учитывая реальные возможности команды. Самым удивительным открытием стало то, что качество его работы значительно улучшилось. Когда мозг получает достаточно времени на отдых и восстановление, он способен генерировать более креативные решения и справляться со сложными задачами намного эффективнее. Это подтвердило простую истину. Уважение к личным границам – это не роскошь, а необходимое условие для профессионального роста и здорового рабочего климата. Ситуация номер 5. Чужое счастье – не ваша ответственность. Последняя, но не менее важная тема – это ответственность за чужое счастье. Один человек долгое время состоял в отношениях, где считал своим долгом сделать партнера счастливым. Он чувствовал, что обязан сглаживать все острые углы, идти на уступки, подстраиваться, только чтобы их жизнь была максимально комфортной. Но чем больше он старался, тем несчастнее становились оба, хотя изначально его мотивы были искренними и добрыми. Этот опыт привел его к важному выводу. Мы не обязаны быть источником счастья для других, и это одно из самых освобождающих открытий в жизни. Пытаться сделать другого человека счастливым любой ценой, как пытаться управлять погодой. Это не только невозможно, но и выматывает до предела. Он понял, что как бы мы ни старались, счастье – это личная ответственность каждого, а не обязанность партнера или близких. Поддержка – это одно, быть рядом и выслушать – тоже, но принимать на себя роль спасателя и постоянного источника радости для другого человека – это тяжелое и бесполезное бремя. Чем больше он понимал эту истину, тем легче ему становилось и дышать, и общаться, и строить здоровые отношения. Он начал отдавать больше внимания своим собственным потребностям и понимал, что, освобождая себя от ложных обязанностей, он укреплял и собственное благополучие и отношения. Ставить границы и признавать право каждого человека на личные поиски счастья – это не эгоизм, а проявление уважения к себе и к другим. Если человек строит свое счастье только на чужих усилиях, это не партнерство, а зависимость. И когда он перестал ощущать себя ответственным за все эмоции партнера, их отношения перешли на новый, более здоровый уровень. Самым неожиданным открытием стало то, что, отпустив ответственность за чужое счастье, он обрел способность быть по-настоящему рядом, без чувства вины и тревоги. Теперь его поддержка стала искренней, а не вынужденной, что сделало отношения более глубокими и настоящими. Он научился различать здоровую заботу от созависимости, и это изменило не только его романтические отношения, но и дружбу и семейные связи. Особенно важным стало осознание того, что, давая другому человеку право на собственные эмоции и выборы, мы не только освобождаем себя, но и даем ему возможность вырасти и стать сильнее. Ведь истинное партнерство строится не на зависимости,
а на взаимном уважении и признании права каждого на собственный путь к счастью. Знаете, что самое интересное? Когда вы начинаете практиковать здоровый эгоизм, происходит удивительная вещь. Вы становитесь лучшей версией себя не только для себя, но и для других. Это словно магия. Когда вы уделяете внимание своим потребностям и желаниям, вы становитесь более энергичным, радостным и открытым человеком. Вы больше не действуете из чувства долга или вины, а из искреннего желания и возможности помочь, и именно это вдохновляет окружающих. И что особенно важно, вы начинаете замечать, как меняется ваше восприятие мира, становясь более позитивным и гармоничным. Ваши решения становятся более осознанными и взвешенными, потому что вы научились прислушиваться к себе. Важно помнить, быть эгоистом не значит быть плохим человеком. Это значит уважать себя достаточно, чтобы заботиться о своем благополучии и эмоциональном состоянии. И давайте признаем, как вы можете по-настоящему помогать другим, если не позаботились о себе. Это своего рода парадокс, но именно забота о себе позволяет быть действительно полезным для других. Более того, когда вы начинаете ценить себя, вы естественным образом учитесь ценить и уникальность других людей. Когда вы устанавливаете границы и выделяете время для себя, вы создаете пространство, в котором можете расти и развиваться. Это позволяет вам быть более чутким к потребностям других, потому что вы не истощены и не подавлены. Если это видео заставило вас задуматься о своих границах и приоритетах, значит, я достиг своей цели. Подумайте о том, как часто вы говорите себе «да», когда хотите сказать «нет». Это первый шаг к изменениям. Практикуйте здоровый эгоизм, и вы увидите, как меняется качество вашей жизни и отношений с окружающими. Вы начнете замечать, что другие тоже начинают больше уважать ваши границы и потребности. В итоге это создает гармонию, где каждый получает возможность быть собой, не теряя при этом связи с другими. И именно в этом истинная сила здорового эгоизма. Помните, что этот путь требует терпения и последовательности, но результаты превзойдут все ваши ожидания. Если вам понравилось это видео, и вы хотите углубить свои знания о философии и практике стоицизма, не забудьте подписаться на канал «Мудрость стоицизма». Здесь вы найдете множество вдохновляющих идей и советов, которые помогут вам стать лучше.